Добро пожаловать, Скайуокер. Я ждал тебя. Это тебе больше не нужно. Охрана, оставьте нас. Услышав четкий приказ, два имперских гвардейца вышли из тронного зала и остались снаружи, понимая, что им нельзя возвращаться, пока их не позовут обратно. Вскоре они стали участниками удивительных событий, которые описаны от лица одного из них в каноничной книге «Возвращение джедая» с определенной точки зрения. Оба гвардейца были в числе тех немногих, кто знал Палпатина как могущественного лорда ситхов, и что молодого повстанца, представленного ему, должны были обратить на темную сторону. И хотя они были очень преданы и гордились своим служением императору, которого они считали почти богоподобным существом, никогда не совершающим ошибок, один из них был расстроен из-за приказа уйти из зала. Одно дело не увидеть, как Скайуокер переходит на темную сторону, но совсем другое – не иметь возможности защитить императора в случае, если все пойдет не по плану. И это не давало ему покоя. Когда молчание стало невыносимым, он решил поговорить со своим напарником Тауком. Интересно, какую стратегию выберет император? Что бы это ни было, это будет блестяще. Как ты думаешь, он подтолкнет повстанцев к нападению на Дарта Вейдера, чтобы воспользоваться его гневом? А что если император спровоцирует атаку на себя? Это было бы гениально. Отличный способ обратить мятежника. Неожиданно из-за дверей тронного зала донеслись звуки боя на световых мечах, а затем громкий звук, словно рухнул потолок. Гвардейцы инстинктивно напряглись, беспокоясь за императора, но, услышав вопли Скайуокера, Таук рассмеялся. Мятежник получает по заслугам. Особенно, если он сопротивлялся. Вскоре после этого раздался треск молний, сопровождаемый новыми криками молодого повстанца. Его судьба была предрешена. Звуки молнии и вопли усиливались. Похоже, что ждать оставалось совсем недолго. Несмотря на закрытую дверь, его крики разрывали барабанные перепонки. В них был страх и мольба о пощаде. Под красными шлемами гвардейцев заиграли улыбки. Внезапно раздалось громкое «нет», за которым последовали новые вопли, и они уже не были похожи на крики Скайуокера. Но этого просто не могло быть. Далее идет рассказ от имени гвардейца, главного героя этой истории, чье имя осталось неизвестным. Я повернулся к Тауку. Он посмотрел на меня и не двинулся с места. Абсолютно никаких сомнений. Впрочем, как и всегда. Я тоже не сомневался, но мои натренированные уши сами отреагировали на крики императора, как гончая на голос своего хозяина. Ты думаешь, нам было велено выйти, а приказа возвращаться не было? Да, приказ был выполнен на все 100, но все мои инстинкты кричали на меня. Я должен был проверить. Поэтому я открыл дверь, прежде чем Таук успел усомниться в моем выборе, и чуть было не столкнулся с молодым повстанцем, который тащил на себе хромающего Дарта Вейдера. Он что, похитил его? Оставьте нас. Эти два слова прозвучали совсем иначе, чем когда их произносил император. Возможно, это было не похищение. Я застыл, не зная, что делать. Согласно инструкциям, я должен был выполнять приказы Вейдера, который был правой рукой Палпатина. Но интуиция подсказывала мне, что здесь что-то было не так. Когда отец и сын ушли, стражники быстро осмотрели тронный зал и, заметив на полу глубокие обожженные борозды, оставленные молниями Палпатина, прошли по ним прямо к шахте реактора, из отверстия которой поднимался дым. В зале стоял запах сгоревшей плоти. Оба гвардейца не могли поверить в произошедшее, но от правды было не уйти.
Их император был убит, а они не смогли выполнить свой долг. Приняв этот факт и решив отомстить убийце, они тут же бросились в том направлении, куда ушел молодой повстанец вместе с раненым лордом Вейдером. Однако до сих пор оставалось непонятным, действительно ли Скайуокер похитил Дарта Вейдера. Если это так, то почему Вейдер приказал оставить их, позволив повстанцу бежать? Несмотря на происходящий вокруг хаос, гвардейцы быстро обнаружили Скайуокера, стоящего на коленях перед безжизненным телом некогда могущественного лорда ситхов. Неужели Скайуокер убил Дарта Вейдера? Даже несмотря на то, что живой он стоил намного больше, чем мертвый, все это казалось бессмысленным. Если только... Он сделал это. Император преуспел. Молодой мятежник обратился. Мысли в его голове окружились безумным хороводом. Ну, конечно, Палпатин достиг своей цели, и это привело к тому, что Скайуокер убил его и Дарта Вейдера. Неужели все это было частью плана Императора? Настолько гениального, что он никогда не сможет его понять. Гвардейцы стояли в полном замешательстве, не понимая, что им делать дальше. Мстить за смерть Императора или принять мятежника как своего нового повелителя. В этот момент Скайуокер встал и повернулся к ним лицом. В его глазах стояли слезы. «Бегите! Спасайте себя! Боевая станция рушится!» Оба стражника замерли в шоке, глядя на то, как Скайуокер схватил тело Вейдера и потащил его в шаттл. И тогда наш главный герой-гвардеец обратил внимание на характер повреждений костюма Вейдера и вспомнил его последние слова «Оставьте нас», после чего картина в его голове полностью сложилась. Скайуокер не менял сторону и не убивал Императора. Это сделал Дарт Вейдер, его самый верный слуга. Почему он так поступил, не имело уже никакого значения. Император потерпел поражение, и это открытие просто ошеломило гвардейца, поскольку ставило под сомнение всю мудрость и проницательность Палпатина, который оказался не готов к такому предательству. Мир просто перевернулся с ног на голову и оказался на грани уничтожения. Собравшись с мыслями, он изложил Тауку всю серьезность сложившихся обстоятельств. Во-первых, Императора убил лорд Вейдер, а не Люк Скайуокер, поэтому, уничтожив молодого повстанца, они не отомстят за своего повелителя. Во-вторых, поскольку Палпатин был мертв, Империя уже обречена на падение, и все их дальнейшие усилия будут напрасными. Однако Таука его слова совсем не тронули. Он отказывался верить в то, что Император действительно потерпел поражение, и был уверен в том, что все это – часть его хитроумного плана по уничтожению Альянса Повстанцев и его героя Люка Скайуокера. Расценив отказ напарника преследовать Люка как предательство, Таук напал на него, спровоцировав жестокую драку, которая закончилась тем, что наш главный герой был вынужден застрелить своего товарища из бластера. Одновременно с этим от рядом стоящего корабля отвалился кусок обшивки, и огромная стальная плита, упав вниз, придавила ему ноги. Понимая, что шансов на спасение у него нет, гвардеец закрыл глаза и решил принять свою судьбу как наказание за трусость и предательство. Но внезапно тяжесть на его ногах исчезла. Он поднял голову и увидел Скайуокера, который с помощью силы убрал в сторону придавившую его плиту. Оказавшись на свободе, гвардеец прислушался к словам молодого повстанца, советовавшего ему поторопиться, и сразу же помчался к другому кораблю, едва успев покинуть Звезду Смерти до ее взрыва. Когда наш герой отлетел на безопасное расстояние, у него наконец появилось время, чтобы все спокойно обдумать. Он посвятил всю свою жизнь делу и цели, которых больше не существовало, в том числе из-за его собственных ошибок. И теперь перед ним стоял целый ряд вопросов.
Ради чего жить дальше? Как изменится галактика после смерти Императора? И найдет ли он в ней свое место? Примут ли его? Ну, по крайней мере, один человек точно примет, сказала маленькая предательская часть моего мозга. Молодой повстанец, который спас меня, чтобы я мог сидеть здесь и ненавидеть себя за все эти мысли. Но сейчас я не мог принимать никаких решений. И хотя мне не следовало этого делать, я все же позволил себе минутную слабость, чтобы оплакать своего императора вместе с ним и свою прежнюю жизнь перед тем, как двигаться дальше. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.